В этом месте проводился ремонт, замена полов. Вскрыли одну доску, нашли кожаный кошелек. Затем дальше начали ковыряться, уже нашли мешочек тряпочный. Там были монеты. Тайник со старинными вещицами мог лежать здесь еще много лет, если бы не ремонт. Хозяин дома Дамир Илялов, когда его затевал, даже не подозревал, что найдет в недрах семейного гнездышка клад. Под полом в чулане мужчина обнаружил несколько десятков монет и 22 тысячи банкнотами. Все они в основном дореволюционных времен. Вот сначала мы нашли монеты. Тут 1, 2, 3, 5 копеек. Года тут разные все. 2 копейки 1875 года. Также были найдены шкурки. Дед занимался, шапки шил. Вот шкурки уже 100 с лишним лет сохранились. Даже моль не поела. Как выяснил троечанин, заначка с деньгами, шкурками, опасной бритвой и многоразовым шприцем принадлежала его прадеду Шакиржану. Он, кстати, этот дом и построил в конце 19-го столетия. О судьбе родственника, к сожалению, известно мало. Лишь то, что он шил шапки, продавал их на рынке и жил не бедно. Может, на светлое будущее. Там же где-то раньше арестовывали, все расстреливали. Так он и в подпол спрятал, походу, чтобы семья осталась. Может, думал, заберут его, вернется сам. И так сам и не вернулся. А никто не знал, так и все осталось. Обнаружив тайник, Дамир заинтересовался его стоимостью. Погуглив каждую монету и банкноту, выяснилось, что ценности они никакой не представляют. Часть клада мужчина решил оставить дома и хранить как семейную реликвию, а часть отдать в мечеть. Там его двоюродный брат имам Данис Ахмедшин собирается открывать музей. По его мнению, старинные монеты станут отличным дополнением к уже имеющимся экспонатам. Просто хоть что-то людям показывать, что было найдено в Троицке. Даже раньше, в старину, когда еще не было асфальта, наши дедушки, прадедушки говорили, пройдут, например, дождь, они пройдут по улице и найдут там монету, на арабском уже прям написано. Потому что Троицк был очень исторический город, здесь проходил шелковый путь. Пока музей только пополняется интересными вещицами. В основном это старинные книги великих мусульманских деятелей, альбомы и предметы быта. Когда будет найдено место для экспонатов, то любой сможет почувствовать себя частью истории и вживую увидеть реликвии, найденные в Троицке. Наталья Шутова, Денис Грибанов, ТВ Троицк.